Я иногда вообще смеюсь, что я шеф-повар в ресторане мозга. А все, кто у меня работают, это мои поваренки, которые тоже напитывают мозги, готовят блюда для каждого мозга отдельно. Что такое наш мозг? Мозг у нас питается словами. И, естественно, вокруг него должна быть определенная оболочка, где ему хорошо и комфортно. Мозг обычно не подпитывают. Вот он родился, этот мозг, дальше его загрузили какими-то словами, которые были в обиходе, ребенок их усвоил, потом его отправили в общую школу, потом он поступил в какое-то учреждение, получил то, что я называю профессиональную деформацию, мозг деформировал профессионально, это значит, что он будет отсасываться сейчас, и постепенно загаснет все его функции. Сначала начнет теряться память, потом и знания необходимые уйдут, и уйдет возможность даже корректировать движение. Вот так обычно происходит обычная жизнь. Конечно, чтобы мозг напитать, нужно о нем заботиться, но прежде всего никаких конфликтов. И, допустим, вот пришли мы с мужем в кино, смотрим кино, и начинается конфликт. Фильмы сейчас часто конфликтные. Я закрываю глаза и держу его за руку, говорю, когда закончится, скажешь. Потому что мне жалко мой мозг. Я не хочу, чтобы... А питание мозга переходит через глаза очень часто. Через глаза, через уши, через все, что у нас есть. Через... Главное, это проговор. Это то, что мы учим наизусть. Это то, что мы читаем. И вот почему я называю, что я главный шеф-повар в этом ресторане мозга на этой планете Земля с этим человечеством, потому что я пишу свои бесконфликтные книги. Человек, когда начинает погружаться в мои книги, все конфликты вокруг растворяются. И это реальность, что они растворяются, потому что мозг напитывается, у него хватает сил от себя эти конфликты отодвинуть, сделать их антизнаками. Если не напитать мозг, то во все его желудочки будут втягивать то, что есть. А то, что есть, вокруг конфликтная информация, которую потом невозможно ей питаться, ее только надо на выброс. То есть может зашлаковываться ровно так же, как зашлаковывается наше тело. Ровно так же, как наш кишечник и все остальное может зашлаковаться. Поэтому... Но когда я начинаю давать эту пищу мозга, ее подбираю, конечно, каждому индивидуальному человеку качественно достаточно, потому что кому-то нужно несколько повторов чего-либо. Допустим, если я предлагаю ритмический рисунок, то там напиток, ритм-напиток, он повторяется и повторяется. Ритмы меняются, а ритм-напиток как соус, что ли, в этом блюде с повтором идет. Некоторым людям нельзя, чтобы рифмовались слова. Любая рифма их очень сильно раздражает. Им нужна пустота, чтобы мозг мог сам дооформить какую-то рифму. Поэтому некоторые я специально не дописываю. То есть у меня, конечно, все зарифмовано, но таким видом, что человек не сразу это ощущает, у него есть куда разместиться, то есть не ямбами, хореями, то есть по-разному. Я пишу для разных людей по-разному, потому что блюда разные, а какой-то человек, наоборот, тянется именно к строго зарифмованной информации. Ему потому что надо, чтобы все сочеталось, у него так мозг работает, он принимает четверостишье, а остальное ему кажется очень большого объема, поэтому он это не воспринимает. Какому-то мозгу нужно очень тщательно что-то объяснять. Но я тогда смеюсь, что для этого мозга надо делать коктейли, чтобы такое все взбитое было, препарированное. Кому-то надо очень много примеров приводить, и тогда он больше будет примеры читать. А какому-то мозгу нужно взять и сделать, тогда он будет делать ритмики. То есть разные блюда для разных мозгов, но одно хочу сказать. Мозг от конфликта дрябнет, стареет, уничтожается, он становится очень костным, и мозг надо обязательно кормить, так же, как и тело. Если мы тело кормить не будем совсем, то тело у нас через какое-то время просто перестанет существовать. Ровно так и мозг. И, к сожалению, у многих людей он уже перестал существовать. И тогда люди становятся скандалистами. Им лишь бы где-нибудь скандал. Ой, у меня сейчас такая история интересная получилась. Оказывается, рядом со мной две женщины.
обе абсолютно скандальные. Они привыкли скандалить. Что такое скандалы? Ну, это примерно как вампиры, вот я их описываю как раз вот в этой книге. То есть это вампиры, которые уже не могут взять от природы ничего, не могут взять ниоткуда, ни из книг. Им надо из какого-то человека уже готовую информацию выловить. И они начинают его цеплять за всякие места слабые. Главное, чтобы его энергия их подкачала. И вот они совершенно одинаковые. Я думаю, ну не должны же остальные люди от них страдать. И ставлю к ним 2 доноров. Доноров предупреждаю, что вы будете блокировать, они вас будут есть, да, они будут из вас все высасывать, они будут свой мозг это погружать, все ваши слова они потом будут повторять от своего имени, они никогда не скажут, что вы там эти слова для них приготовили, нет. Это уже будет лично их, и попробуйте доказать свое авторское право. И вот все хорошо, то есть все занимаются, всем замечательно, и вдруг мои доноры оставили их одних на кухне возле плиты, и наконец-то они встретились и стали скандалить друг с другом. Это было нечто. Они получают такое огромное удовольствие, когда скандалят друг с другом. Вокруг просто огонь, такое несовершенство разгорается, что я называю подземным огнем. И вот этот огонь вампиризма, в котором самое-то интересное, что они-то не сгорят в этом огне. А любой, кто сейчас сюда зайдет, он в нем сгорит. И сгорит его мозг, а не что-то другое. А у них так все хорошо, они поскандалили и разошлись. И всю эту информозанавеску они оставили. И любой мозг, который туда сейчас погрузится, он потеряет ну, последние свои крохи счастья. Ну, как-то так. Так что интересно.